Добрый день, друзья! Хочу записать этот ролик в таком живом формате, прямо с рук. Стройка пока идет, и вот у нас на несколько дней, буквально на 2 дня стало тепло, и я выскочил на улицу записать ролик и спросить у вас совета. Есть топорики, и по клеймам я никак не могу сообразить. Вот здесь, спасибо в прошлом видео Виктору, он подсказал клеймо, сказал, что это нижняя солда, но все-таки... Мне кажется, это не нижняя солда. Я сделал отдельный ролик, где объясню разницу между вторым машина Могилев, Беларусь, и получается нижняя солда. Там буквально в одной букве, но клейма очень похожи. Все-таки здесь я его хорошенько почистил. Вот этот топорик, я уже спрашивал по нему. Может быть, какие-то есть знатоки, которые подскажут. Потому что в таблице официальной вот на и Ганс, Пру, и там Рускнайф, везде на всех этих топовых этих, получается, сайтах и форумах есть официальная таблица. И это клеймо, оно написано неопознанное. То есть никто не может его опознать. Я его здесь вот почистил максимально хорошо. Получается, здесь есть такая версия, что это вот шестеренка и голова гаечного ключа. Потому что может показаться, что это серп, но мне кажется, вряд ли. Все-таки серп это немножко о другом. Есть версия, я видел ее в интернете, видел эти клейма, никто на них нормально не мог ответить. И есть вот такая версия, получается, теория, что это шестеренка, вот поближе, шестеренка и голова гаечного ключа в середине. Если кто-то знает, потому что на самом деле все-таки точного ответа я пока никак не могу получить. И хотелось бы знать, потому что этот топорик я хочу сделать таким походным. Мне очень нравится, что у него толстенная, просто толстенная проушина. То, что она кривовата, это, ну, это, мне кажется, не проблема. У него толстенная проушина, он очень мощный. И я думаю, что он не настолько сильно уточен. Вот здесь. Сделаю как раз такой небольшой. Достаточно небольшой топорик получится, идеальный. Такой средний, идеальный для леса, для походов. Здесь есть отщеп, я люблю эти все, именно с отщепами. То есть, если кто-то все-таки подскажет, было бы интересно, потому что я хочу клеймо оставить, очень любопытное. Клеймо, и на нашем юге, на нашем чудо-мистическом полуострове такие топорики далеко и далеко не часто доходили. Вот почему я понятия не имею, что это за клеймо. То есть они географически просто не заходили к нам. Еще, когда были в кузнице, второй топорик, вот я почистил его клеймо. Здесь написано У7. Получается, вот, У7. И здесь написано ПТ. И здесь получается цена, там, типа размер, там, год и все такое. Вот. Я навскидку сказал, что это ГПЗ. Но, честно говоря, я не уверен. То же самое хочу у вас спросить. Если кто-то знает это клеймо, я точно так же видел в интернете, но никакой конкретики прям совсем мне люди не могли дать. Вот этот топор полностью сточенный. Еще предки стены им долбили, специально такой сделали. Вот здесь вот то же самое. ПТ, насколько я понял, и У7. Они одинаковые, полностью одинаковые вот топорики. Я специально их взял, то есть вот. Только один очень сильно сточен. Я его вот насадил, у него оригинальная получается рукоятка, и вот продолжаем им стены долбить. Ну а что, если он уже убитый? Такой он мне достался. То есть точно так же, если кто-то знает, что это за клеймо, мне любопытно, потому что я навскидку указал, он похож по форме все-таки вот на ГПЗ, может быть не ГПЗ-1 Москва, какой-то из вот других, у них было там несколько заводов ГПЗ. Шарько-подшипниковый, государственный подшипниковый завод. Если кто-то тоже знает, подскажите. И последний топорик, у него не сохранилась клейма, у него довольно любопытная форма. Вот, посмотрите. Тоже мне достался, я его в лимонке траванул еще там несколько лет назад. У него необычная проушина, достаточно. И вообще форма такая не совсем типичная. Я его подальше. Клейма, само собой, нету. Я не понимаю клеймо и что здесь могло быть. Честно говоря, даже не знаю. Если кто-то может
может по форме может определить проушины внешнего вида, потому что бывает такое, что есть прям типичные, вот они штамповали, и оно, ну, практически одинаково. Если кто-то может подсказать по этому топорику, то есть довольно большой, с отщипом, все как надо, тоже подскажите, буду признателен. И спасибо Виктору за наводку, я сделаю по клеймам, потому что информации такой ноль, а все форума в ошибках, то есть люди говорят нижняя солда, или там наоборот говорят Могилев строймашина, и показывают клеймо, четко продают топорик нижняя солда. Я хочу сделать разницу, вот мне подсказали, спасибо большое, я сделаю. Чем больше людей его увидят, тем меньше ошибок будут допускать, потому что на самом деле весь интернет просто в ошибках. По клейму строймашина Могилев и клейму, раннее клеймо Трейкедра нижняя солда. Вот это я сделаю отдельное видео. Спасибо большое, если кто-то знает, подскажите, буду благодарен.